Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Осень 2025 и месяца октябрь и ноябрь мы можем объединить в одном. Энергии добра и созидания для самих себя, а для вашего знака зодиака это окружение. Это люди будут важны, которым вы доверяете, и ваша интуиция. В целом, энергии даже сами по себе осенью нас призывают отстроить свое благополучие, уделить максимум внимания, потому что, вот представьте себе на минуту, включив свое воображение и интуицию, вы словно библейский герой Ной, который отстраивает свой ковчег. И еще предстоит какое-то далекое путешествие, плавание. Может быть, среди волн бушующего океана, когда мы не видим берегов. Согласитесь, мы ведь не начнем в этот период, ну, как менять палубу или там борта нашего корабля, ковчега, правда? Мы скорее будем что-то, может быть, и латать, делать какой-то возможный ремонт, но мы будем исходить из того, что мы имеем на данный момент. И кто в этом ковчеге? Опять же, окружение. Мы сами, наши планы. Я могу допустить, потому что последующий 2026 год – это год огненной лошади. Да, это не сразу, вот мы чувствуем эти энергии, но шаг за шагом нас подводит пространство, Вселенная к тому, чтобы мы обустроили свое благополучие и именно до конца 2025. С чем-то, может быть, определились и уже начали организацию жизни собственной по-новому. И вот окружение. Видимо, вот все эти вопросы для нас в приоритет выводят три сферы жизни. Первое – любовь, личная жизнь, отношения, кто с нами. Второе – вопросы дома, место нашего пребывания. И третье – финансы, откуда к нам приходят деньги. Ну, наверное, как по Венере. Ладно, я надеюсь, все включили воображение, включили интуицию, подключили. У вас это все, ну, спонтанно и совершенно понятно. Вот смотрите, карты пасьянса нам говорят о том, что может быть какой-то человек из разряда тех, кого мы плохо знаем. Называется лицо, хоть изображена цыганка. Ну, не про цыган, конечно, тут вопрос идет, а именно тот человек, который нами не изучен. Может быть, как новое знакомство, новые люди. И вы знаете, тут еще такой момент. Ну, это больше планетарные транзиты. Сохраните существующие социальные связи. Мы еще пока можем не предполагать, зачем нам это может понадобиться. Мы, если расширяем контакты, но так более внимательно относимся к людям. Ну, видимо, это имеет для вас какое-то значение. Новые люди могут быть, смотрите, тут могут быть какие-то важные согласования. Почему так говорю? Потому что в этом пасьянсе именно открытая книга обозначает учреждения, организации, инстанции, какой-то более высокий уровень. Ну и контактные лица. Может быть, это вереница как и людей, так и событий, так и инстанций у кого-то. Согласования важные, документы, когда нужно взаимодействовать с разными людьми. У кого-то это работа. Новые люди на работе. Я должна еще сказать, смотрите, тут правда может быть новый человек, у кого-то на работе, новый руководитель. С одной стороны, спокойное течение жизни, но еще совпадает колокол. Это внезапное известие, информация, может быть, и в средствах массовой информации. Для вас, тем не менее, спокойное течение жизни. Но, может быть, будет такой человек, которого вы не знаете или недостаточно хорошо знаете. И это будет сопряжено именно с тем, что это в какой-то организации или на работе, или, может быть, даже в инстанции, решая какой-то вопрос по части документа или бумаг каких-то важных согласований, соглашений, подписаний контрактов. Почему нет? И вы можете узнать новость, или вам, как знаете, сорока на хвосте принесла, будет кто-то что-то говорить о людях, делай так, не делай это, а вот ты знаешь, а он такой сякой, или она такая сякая. Ваша интуиция вас приведет в нужном направлении, потому что для вас это как раз спокойное течение жизни.
А вас кто-то, ну, может как подначивать, что, ну, может быть, и внутреннее чувство сомнений, кстати, этого не исключаю. Тут наоборот, даже если есть какие-то контакты, у вас возможность себе каким-то образом обустроить с большим плюсом. Я вижу так. Хотя ведь это может быть как разрозненное, да, какие-то сами по себе значения. Есть новое знакомство или новый человек, может быть, в личной жизни. Есть банально какие-то согласования у вас еще, да, или контракты, соглашения. И само по себе какое-то событие, новость. Это не есть то, что мы инициируем. Это то, что приходит к нам извне. Но нам как будто придется с этим либо взаимодействовать, либо учитывать. А я тут вижу у вас какая-то возможность. По части правда. Согласование, оформление, подписание каких-то контрактов, важных бумаг. Тут что-то для вас со знаком плюс может быть, мои дорогие. Ладно, идем дальше. Деловая сфера или, ну, пусть даже эти дела сводятся именно там к какому-то документообороту, да. Но для вас это явный прогресс. Смотрите, выпадает еще корона. Конечно, это символ власти. Это и ваше общение с сильными мира сего буквально, или с чиновниками, может быть, и представителями законной власти, но и ваши силы тоже. Но, видимо, каким образом применить или каким образом достичь компромисса, если вы видите, что придется принимать Соломоново решение. Может быть, словно самому как подвинуться, пересмотреть какие-то ну, некоторые свои приоритеты или взгляды на мир, на жизнь. Я такого не исключаю. Что нам еще расскажут карты? Октябрь и ноябрь. Смотрим, какие еще совпадения. В нашем пасьянсе мы можем складывать в крайних рядах карты. И вот я пытаюсь рассмотреть, может быть, что-то еще. Помимо, видимо, окружения, эмпатии, интуиции, да, вот всего, что я говорила, это то, что, вы знаете, как бы не совсем осязаемо. Тем не менее, карты пасьянса нам показывают конкретно решение каких-то вопросов. Или, я бы сказала, деловая сфера. Может быть, эти решения даже по части личной жизни. Или у кого-то дома. Или буквально это касается финансов, или откуда к вам приходят деньги. И вот я смотрю, что мы можем еще соединить. Мои дорогие, я не вижу совпадений, правда? Давайте мы с вами дополним колоды Таро. И первое, раз уж я сказала, что 3 сферы жизни. Любовь, личная жизнь, отношения. Это будет первый наш вопрос. Второй, это сфера ваш дом. Что в доме? И третье, финансы. Итак, октябрь, ноябрь, любовь, личная жизнь, отношения. Каковы энергии? Ну, не должно быть, понимаете, какой-то путаницы и внутренние страхи. Это карта искаженного восприятия. Может быть, вы где-то придете к тому, что у кого-то банально. Иногда эта карта проигрывается как бессонница и инсомния. И тогда вам придется, может быть, отчасти уделить внимание собственному здоровью. Иногда усталость чрезмерная вызывает именно бессонницу. Нам кажется, ну уже как рухну в постель, так и буду спать, да, отдыхать. А нет, какие-то мысли не оставляют. Вот и крутятся они у нас полночи, да, в голове. Ведь никакого рационального решения мы не примем. В основном, говорят, утро вечера мудренее, поэтому уделите внимание собственному здоровью. Карта не говорит, что мы болеем, но есть что-то, и может быть это отчасти ваш имидж, когда вас сложно, понимаете, где-то иногда это нас может держать в заперти, как внутренние страхи, не дают возможности идти вперед. И, может быть, вот эти даже чисто физиологические моменты усталости вам не дают увидеть ту реальность, которая есть на данный момент. Может быть, это в отношениях. Может быть, в прежних отношениях было фиаско, и мы думаем, ага, вот сейчас опять что-нибудь начнется. Поэтому уделите внимание самим себе, слушайте свою интуицию, просто интуицию, мои дорогие. У нас такой период, мы вступаем в такой период жизни, когда далеко не все можно осознать логикой. Когда вот через рационализм, ну, не все пропустишь.
А здесь больше шестое чувство мудрости дает правильные подсказки. Давайте мы раскроем. Ну да, тут какие-то сомнения. Вот тут смотрите, какую-то прежнюю минусовую ситуацию нужно оставить именно как ситуацию, без эмоций, и перевести уже в опыт. Ну, тут, вы знаете, добрый аркан умеренности, который говорит о том, что больше внимания, конечно, самому себе. И куда-то ты не торопись. Здесь все случится в свое время. Более того, часто, знаете, в других колодах по аркану умеренности идет как ангел, помощь высших сил. Вот ваша судьба по части личной жизни развивается так, но где-то с учетом внешних энергий. Давайте мы посмотрим, что это еще. Доверяйте, правда, судьбе, потому что, смотрите, для вас доброе время, и планетарно так оно и есть. Это карта исполнения желаний, эмпатии. Это одновременно включает туз кубков, особенно в этой колоде, обратите внимание, дельта лучезарная, глаз. Это предвидеть на какой-то период времени вперед. Это эмоции, да, кубок и амброзия, которая переливается через край. Есть здесь и рыбки золотые, а рыба – это у нас два символа. Первое – это финансы, это достаток, доход. И второй момент – путешествия. Сам знак рыб – это как бы значок, да, символ знака рыб. Две рыбы, приплывущие в разные стороны. У кого-то поездки, перемещения. Может быть, от вашей личной жизни, от вашего окружения, от ваших контактов, я вот говорила, до карт, складывается целая какая-то перспектива, мои дорогие. И вот видеть на эту перспективу, может быть, в некоторых вопросах и, ну, не гнать себя, да, а то, если будем торопиться чересчур, рискуем поставить телегу впереди лошади. Куда мы поедем? Никуда. Тут есть моменты, которые, может быть, вам нужно сделать или принять решение, вот я так вижу, через отдых. Вот именно через отдых. Через прощание, выздоровление от какой-то прежней разрухи, от какого-то прежде, может быть, ступора или от каких-то разочарований, когда вы были именно во власти сомнений, предубеждений, внутренних страхов. Посмотрите, такие переходы не осуществляются быстро, но у вас на кону любовь, отношения. Может быть, отношения новые, мои дорогие, для тех, кто находится в паре. Здесь есть возможность примириться, безусловно, важные разговоры, быть правильно понятым. Для тех, кто один или одна, надо хорошо подумать, все же влияет на вас, оказывает влияние те люди, которые находятся рядом с вами. И если мы говорим про Ноев ковчег, вот представьте, правда, какой-то маршрут, может быть, очень далекий, мы пока не видим, нам еще предстоит совершить. И все-таки ведь очень важно, что мы не одни. Даже для одиночек такие есть, которые вот, ну, больше вас это даже на сегодняшний день устраивает. Ну, может быть, какие-то контакты социальные продумать. Ну, может быть, и пересмотреть некоторые свои приоритеты, рассмотреть тех людей, которых вы уже знаете, в плане хотя бы какой-то более продолжительной дружбы или довериться, может быть, кому-то. Ну, не говорят нам, что мы тут буквально где-то перестаем быть реалистами. Нет, есть какой-то опыт, как будто по этой карте мы выздоравливаем, и если мы оставим как ситуацию, тогда мы не найдем прежние грабли. Но если прежде был какой-то минус, это не значит, что все люди теперь такие в конфронтации. А для тех, кто в сложных отношениях, правда, тут можно найти какой-то единый баланс. Вот все-таки баланс, умеренность. Давайте достанем карту совет. Ну, какой-то выбор, безусловно, есть. Самому себе путаницу не устроить, понимаете? Ну, тут как нерешительность какая-то. Вот добрые энергии идут на ваш порог. Октябрь-ноябрь и планетарно-то давно тоже так же. Это эмпатия, это кто-то в ваш адрес готов проявлять чувства. Да, кстати, карта рыцарь кубков, она не говорит, что мы прямо сразу что-то фундаментируем или мы с новыми знакомыми думаем, что ну это прямо там на века. Но карта сама говорит: вдохновись хотя бы моментом, отдохни, порадуй себя чем-то. Но кому ты чувствуешь эмпатию и кто откликается собственной душой
Не по части материализма, а именно искренне. Вот это для вас будет важно. Давайте узнаем вопросы дома. Что в доме, мои дорогие? Правда, что в доме? Нам тут спокойное течение жизни. Ух ты, какая-то победа. Может быть и согласование по части дома. Может быть и вот это Соломоново решение. Вопросы какие-то связанные с детьми или пажи – это всегда вестники. Это может быть как какой-то визитер в ваш дом или просто новость. Может быть кто-то и из родственников. Или это могут быть новые знакомства с человеком, который моложе вас. Причем с интересным человеком, который мыслит не так, как вы, а как-то нестандартно. Ну, вами как будто не изучен, не прочувствован. Может быть, вы его впервые пригласите в свой дом. И я этого не исключаю, потому что впереди победа, как будто отношения дошли до этого уровня. А для кого-то из вас, допустим, ну, в паре тут понятно, какие-то совместные решения, может быть, и по части денег, может быть, конкретно по части стен, что-то вы тут решите. У кого-то по части переезда, почему нет? А для тех, кто в сложных отношениях, может быть, уже, я допускаю, мы все разные, иногда, увы, какие-то союзы у нас завершаются, правда? А нерешенными остаются вопросы как раз по части недвижимости, и тут съехаться или разъехаться, тут тоже какой-то новый вариант, новое решение. Для всех абсолютно благоприятное время, правда, праздник и победа, и праздник. Давайте как карту совет для вас. Ну, выбор, опять же, нам говорят. И как будто это вот не выбор, да, который нас приводит как в какое-то замешательство. Тут нам словно уже солнечный свет обозначает какой-то выбор. Интуицию, опять же, слушайте, она вам будет давать правильные подсказки, чтобы не замереть, не ходить от одного жезла к другому. Здесь именно нужно что-то, вы знаете, как соединить, что ли, опереться на то, что уже есть сейчас, и оттолкнуться в будущее. Ну, вообще, победа и праздник это есть. Но, видимо, по части того, что вам удается, может быть, отчасти складывает еще и дополнительно для вас какую-то перспективу. Или как вот этот путь подсвечивает. Может быть, вопросы по части жилья. Вы предполагали несколько каких-то вариантов, а тут вы будете видеть, что нет, а именно одна какая-то траектория, словно подсвечена вот этим ярким солнечным светом. Давайте посмотрим, что же там по части финансов. Октябрь, ноябрь в целом, энергия на финансы. Или откуда к вам приходят деньги. Чего ждать, может быть, в целом. На финансы. Ну, тут рационализм. Тут ни разу не про то, что мы, ну, как-то бездействуем. Кстати, по королеве мечей мы тут можем от чего-то отказаться. Именно потому, что это не перспективно. Но по королеве мечей мы отказываемся от того, что нам мешает. Может быть, мешает, потому что была какая-то многозадачность. Я уже не перекручиваю эти карты, но мы помним с вами, да, девятка мечей там выпала. То есть какая-то путаница должна быть завершена. Ну, и это где-то сродни, каким-то образом может быть и связано именно с финансовой историей, когда меньше путаницы, больше ясности, ну и, значит, силы, которые у нас есть, мы направим в более правильное русло, точно. Это будет важно, потому что по семерке жезлов один совет – сохраняй собственный дзен, сохраняй центр своих интересов. Ты тут на финансы можешь слышать разные предложения, разные теории, особенно по части теорий. Или будьте готовы к тому, что люди будут иметь свой какой-то интерес. И вас могут склонять, уговаривать за эти 2 месяца, может быть, или что-нибудь купить, или в чем-то проучаствовать, куда-то деньги вложить. Может быть, буквально так. Причем это могут быть люди чужие, со стороны. И точно так же это могут быть ваши домочадцы и родственники. Почему нет? Но ваше видение финансовой, вашей истории и вложение денег – это будет основа всего. По семерке жезлов все же мы сохраняем себя. Не должны мы превысить какую-то, ну, наверное, черту, за которой уже грань безопасности завершается. И когда, ну, мы можем собой рисковать. Вот по части финансов никакого риска.
но и не отказываться от чего-то нового, что-то изучать. Мы можем к чему-то быть не готовыми. Вот видите, вам, видимо, среди вот этих 7 жезлов, да, может быть, вы выберете только один какой-то, который ближе вам, ближе к вашим задумкам, задачам. Но это может быть какая-то неожиданная возможность. Здесь самое главное, может быть, вам придется что-то изучать и менять методы даже, да. Тут как будто надейся сам на себя, ведь это карта независимости по королеве мечей. Эта независимость не исходит, что мы кому-то что-то доказываем. Нет, мы максимально себя сохраняем, собственные финансы. Но, может быть, и будут какие-то возможности, да, тут не без этого. Все-таки победа, праздник. И явно хочется и денежки где-то потратить. К примеру, купить что-то домой или сделать свое жилье более комфортным, или рабочее место обустроить на дому. Но как-то так вот элегантнее, я бы сказала, с деньгами. И в то же время возможности-то ведь и есть. Причем не совсем, как вы это могли предположить. Да, вам и в финансах потребуется какой-то выход из лабиринта. Может быть, эта возможность, она сама по себе будет каким-то образом связана с теми людьми, с кем вы общаетесь. Мы ведь в целом смотрели, я сказала, личная жизнь, любовь и отношения. Может быть, это какие-то дружеские, да, если давайте так суммируем. Общий фон энергии, который нам передают карты. Вот была двойка мечей, путаница, а вот должен один меч остаться, выход из лабиринта. Где-то я могу предположить, поскольку мы говорили, окружение некоторым образом влияет на вас. И может быть как раз, когда вы разберетесь, кто кому вы можете доверять, кто или кого вы оставили бы на долгий, более продолжительный период жизни, как партнера, партнера по бизнесу, партнера по браку. Но какую-то путаницу это точно вы устраняете. И если мы будем говорить, избавляетесь, я сказала по королеве мечей, от того, что вам мешает. По тузу мечей, извините, это точно выход из лабиринта, это мы уже все, какие-то потемки закончены. Давайте карту совет. Ну, наверное, как боги высшей силы вам помогают. По тузу Пентакли это всегда возможности, кстати. Смотрите, 2 туза на финансово-деловую сферу. Шикарно. И неважно, чего тут касается вопросы, у кого-то может вопрос перемежаться и с отношениями, ну, может быть, почему нет, или общие, да, какие-то семейные деньги, или ваши семейные устремления, или вашей пары, партнерские отношения, ну, все может быть. И одновременно вопросы дома. По сути, у вас как 2 победы. Но это не говорит о том, что мы после этой победы ослабляем внимание к тому, что мы уже имеем и планируем достичь. Нет, мы как будто перекладываем в новую плоскость отношений это. И нам это помогает как-то усилить наши позиции как минимум. И правильно что-то просчитать. Может быть, и, знаете, даже партнеры, которые не будут перед вами какие-то воздушные замки ставить или какие-то требования предъявлять, а которые могут смотреть на мир, умеют вашими глазами, понимать, что есть какая-то реальность. Потому что по тузу Пентакли, да, это возможности, помощь высших сил, ну, как ангелов, правда, ведь это возможность. Но мы смотрим на деньги. Один Пентакль, это, знаете, это правда инноваций, это какая-то тема, которая вот как, может быть, предложение, может быть, это ваше, как эврика. До этого момента вы не видели, как, что делать, да, или вы хотите метод изменить, откуда к вам приходят деньги, вторичный способ получения, или, ну, какой-то вторичный, пассивный, может быть, доход, у кого что. А здесь мы садим зернышко, из которого вырастим денежное дерево. И это тоже примите во внимание. Вот такой интересный прогноз для вас, мои дорогие. Буду благодарна вашим комментариям. Я благодарю за вашу поддержку, спонсорскую помощь, за то, что вы мне пишете искренние такие душевные комментарии. Я вас люблю, мои дорогие. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.